Как набрать сотни тысяч просмотров на YouTube-канале? Сегодня мы с тобой разберем, как набрать большое количество просмотров на YouTube-канале. Вот, как пример, показываю, 188 тысяч просмотров было на этом видео. Вот, пожалуйста, вот он я. И в конце этого видео я тебе расскажу, почему я это видео скрыл со своего канала и даже хотел удалить. Привет, меня зовут Макс Бондаренко. В данном видосе мы с тобой разберем топовую схему, как можно набирать просмотры на YouTube в очень больших количествах. Что для этого нужно делать? Эта схема не будет сложной, замысловатой, с какими-то формулами, она достаточно простая. И самое главное, это не зависит от того, какой у вас канал большой и долго вы его делаете, либо вы только начинаете и выкладываете свое первое видео. Во втором случае это будет даже лучше. Начнем с того, что количество подписчиков на вашем канале практически не играет никакой роли для набора просмотров на YouTube. Смотрите полное видео на моем YouTube канале, которое я уже выложил, про алгоритмы YouTube, как это все работает. Мы там детально разобрали, что нужно делать для того, чтобы раскрутить свой YouTube с помощью алгоритмов и что на что влияет. Существует достаточно много каналов на YouTube, где, в принципе, с первого видео можно набрать огромное количество просмотров, сотни тысяч просмотров, и такое бывает нередко, друзья. Сегодня разберем, как с первого видео попасть в топы YouTube без сложной технической информации, без каких-то сложно сочиненных схем, которые вы, допустим, как новичок или даже бывалый, не сможете выполнить или не захотите. Давайте сразу перечислю, что мы не будем разбирать в этом видосе и что практически не влияет на набор просмотров видео на YouTube канале. Первое — это поисковая оптимизация видео YouTube. Трафика в поисковике внутри YouTube осталось примерно 10-15% от всех просмотров, которые там можно собрать. Это достаточно маленькое количество. И в первом видосе мы уже с вами разобрали, что поисковая система YouTube это в принципе есть рекомендательная система, поэтому посмотришь тот видос и тебе станет понятнее, как это работает. Второе — налив трафика из рекламы. На YouTube каналах тоже раньше так можно было делать. Google AdWords сейчас не работает, вообще вопрос не актуальный, но даже когда Google AdWords работал, при трафике на YouTube канал просмотры увеличивались только тогда, когда вы закупали в принципе эту рекламу. После того, как вы переставали закупать, просмотры не росли, а то и падали. Короче, это бестолковая вещь, она никак не влияет на просмотры ваших видео. Кстати, кому интересно, вот, пожалуйста, мой телеграм-канал Максим Бондаренко или IMSMM, находите, подписывайтесь, здесь много годной информации, различных схем, про которые мы сегодня говорим, выкладываю, как с помощью стендалон блога SMM развивать, про YouTube рассказываю, про Telegram, много полезного, интересного, новый, старый SMM. Переходи, подписывайся, я буду тебя там ждать. Третье, что не влияет на просмотры ваших роликов, это теги, хэштеги, лайки, комментарии, репосты, вся активность никаким образом от слова совсем не влияет. Это мы тоже разобрали в предыдущем ролике, и мы с вами уже понимаем, на что влияет. На скорость обучения алгоритмов для поиска вашей целевой аудитории, но не на набор просмотров на YouTube канале. Четвертое, что не влияет на набор просмотров, это репосты. Влияет, конечно же, ровно вот на 0%. Это тоже мимо, мы это тоже разбирали, детально останавливаться не будем, не стоит на это делать ставку. Просто многие репосты делают вообще не туда, куда надо, не умеют их использовать, и, не лезьте туда не стоит. В общем и целом, если все эти 4 пункта объединить, там их гораздо больше, то если их выполнить, то в целом вы можете получить 10, примерно 15% от всех просмотров, которые ваши видеоролики на YouTube могли бы получить. Теперь мы перейдем, что все-таки влияет больше на набор просмотров. Первое, конечно, ваша ниша, тематика вашего канала и ваших видосов, которые вы будете снимать. Бывают такие тематики, где емкость рынка, минимальная. Люди заходят в эту нишу, начинают снимать контент, и потом, жалуются и говорят, а что-то я как-то просмотров не могу набрать на YouTube. Просто вам ниша не позволяет набрать много просмотров, вы никогда их не наберете. Прям вы скажете, Макс, капитан очевидность, давай дальше воду лей. Да вы просто не представляете, сколько приходит на аудит YouTube каналов, где люди выбирают вот такую нишу и говорят, почему я не могу набрать просмотр. Поэтому я и говорю, ниша не та, вы не ту нишу выбрали, поэтому вы никогда не наберете просмотров. Очевидность, очень часто запускается такая ошибка. Второе — это создание контента под запрос целевой аудитории, которая ваша, в вашем проекте, ей интересен должен быть ваш контент. Вы можете делать видео в нужной нише, и емкость будет очень большой. Но вы полагаетесь только на свои интересы. Но вы учтите такой момент, что может быть интересно
интересно вам, может быть интересно и еще может быть 10 людям, а всем остальным нет. Поэтому в первую очередь вы должны снимать видео для целевой аудитории, чтобы им это было интересно под их запросы. Конечно же, учитывая и свой интерес, но в целом полагаясь только на них. Тоже совет из разряда капитан очевидность, но это тоже очень часто допускаемая ошибка. С этими двумя пунктами понятно, это все просто. Далее мы перейдем с вами к самой главной интересной схеме. Кстати, по ссылочке в описании к этому видосу есть бесплатные бонусы, целых 2 бесплатных курса, которые ты можешь забрать, пройти бесплатно. Еще раз повторюсь, там очень много годного материала и в курсах, и в этой свалке годного контента. И про YouTube, и про Telegram, про ВКонтакте переходи, забирай обязательно по ссылочке в описании. Бонусы ждут тебя. Итак, плавно переходим к схеме, которая позволит тебе набрать просмотры на своих видеороликах с самого старта. Из предыдущего видео про алгоритмы, которое ты скорее всего уже посмотрел, если не посмотрел после этого видео, обязательно посмотришь, я приложу эту ссылочку. Мы с тобой знаем, что самое главное для набора просмотров, для попадания в рекомендации YouTube, это CTR и удержание внутри твоих видео. Вот каким образом создавать так свои видео, чтобы внутри удерживать до конца зрителя? В этом тебе поможет трехактовая волновая схема. Это называется очень сложно, но выглядит достаточно просто, и давай я тебе покажу, как это выглядит вот прямо на экране. Выглядит она примерно так. Значит, первая часть волновой схемы занимает примерно 1,5-2 минуты, вторая часть, основная часть, занимает 5-7 минут, и третья часть 1,5-2 минуты. Также волновая схема подразделяется на несколько подпунктов, так скажем. Тут есть завязка, она примерно должна занимать в самом начале 30 секунд. После завязки к концу второй минуты идет быстрая смена, так называемая. Это первое поворотное событие, где ты видишь идет на спад, потом начинается вторая часть, основная часть, куда ты закладываешь, мы это все сейчас рассмотрим детально, куда ты закладываешь основную информацию, потом идет второе поворотное событие, это быстрая смена. Дальше идет кульминация, это самая высокая часть в этой схеме, да, где ты рассказываешь самую интересную информацию, и после кульминации идет развязка. Вот эта схема тебе поможет набирать просмотры на YouTube в больших количествах. Сейчас мы рассмотрим более детально то, из чего состоит и что с этим нужно делать. Кстати, с примерами из этого видоса. Что мы с тобой выносим в завязку, о чем я уже сказал. Для того, чтобы удержать зрителя в самом начале ролика, потому что отваливается максимальное количество именно в первые 30 секунд, тебе нужно в завязку, в самое начало вынести самый главный анонс своего видео, самый смачный топовый кусок из твоего видео. То есть самую главную часть своего видоса, о чем вы хотите рассказать на протяжении всего своего видео. Как у меня, например, который ролик вот этот ты смотришь, я в самом начале тебе показал самое топовое видео со своего канала по количеству набранных просмотров, оно набрало 188 тысяч просмотров. И я тебе сказал, что я тебе расскажу, как снимать такие видосы. И в самом конце видео я тебе расскажу, почему это видео скрыл со своего канала. И я тебе раскрою там, ну, условно этот секрет, какие видео надо снимать, чтобы не скрывать такие видосы, они приносили тебе нужный трафик. Через 1,5-2 минуты у меня примерно идет смена, так называемый спад, да, где твоя аудитория, просматривающая твое видео, она должна немножко расслабиться. В моем случае это выглядело так. И тут я перешел к информации о том, что не особо влияет, либо вообще не влияет на набор просмотров на YouTube. Скорее всего, эту информацию уже люди слышали, поэтому градус немножко я снизил. Далее идет основная часть, вот это основное тело, примерно на 5-7 минут, где ты раскрываешь всю полную схему, как ты шел к тому, что ты показал в завязке. Здесь ты можешь показать примеры, раскрыть какую-то статистику, дать какую-то полезную информацию, рассказать весь путь от и до, как ты пришел к тому, что ты получил в самом начале. У меня, например, в видосе эта часть, которую я тебе сейчас рассказываю, это срединная часть, это самая основная часть, где самая полезная и нужная информация, как набрать просмотры на YouTube с помощью какой схемы. Здесь примерами достаточно детально можно раскрывать свою тему и подводить к самой кульминации. Запомните главную, самую основную часть структуры этой схемы. Каждая вот эта вот волна последующая, она должна быть выше, чем предыдущая. И кульминация — это самая высокая точка в вашем видео. Если вы не будете соблюдать эту схему, она разваливается и не работает. Так вы не удержите зрителя внутри. Далее идет следующая смена. Это немножко график вниз. Смена достаточно быстрая происходит. Я там пометил, там примерно 30 секунд. Можно перейти
перевести плавненько уже к кульминации. Тут зритель опять расслабляется, вы его готовите к тому, чтобы он должен получать все больше и больше интересной информации, и вы его подводите к кульминации, напряжение растет, и он такой, сейчас я получу вот это вот. И в кульминации вы раскрываете самую суть, самую фишку после того, как вы прошли этот путь, что у вас получилось, как вы это получили, как этого достичь, результаты. И далее уже идет развязка, где зритель расслабляется, он уже начинает понимать, что видео идет к концу, да, и здесь вы можете там прощаться, говорить там подписаться или перейти там посмотреть следующее видео. Тайминг вашего видео в целом может выйти на 8-10 минут для начала, особенно для новичков это будет достаточно, и по этому таймингу вы можете разбить как на схеме вашу информацию в видео. Помним, что главное это удержать зрителя внутри вашего видоса, и если вы все 8 или 10 минут удержите внутри вашего видео каждого зрителя, который откроет ваш видос, вы наберете сотни тысяч просмотров этого видео внутри YouTube. Теперь перейдем к главной фишке ваших просмотров на YouTube, то, что я вам в самом начале сказал, почему я скрыл это видео со своего YouTube канала. Ведь это видео на моем канале до сих пор, спустя год или полтора, набрало самое большое количество просмотров. Друзья, запомните главную вещь, что набрать просто просмотры это далеко не успех ваших видео и ваших каналов, как и было у меня с этим видео. Сейчас я вам более детально раскрою то, о чем я вам и говорил. Главное, кто это видео смотрит, а не количество просмотров, какая аудитория просмотрела ваше видео, о чем я всегда это алдычу. Кстати, с помощью этого видео получил первую 1000 подписчиков, набрал 4000 часов, получил монетизацию. Это видео позволило мне начать раскручивать свой канал, оно набрало достаточно много просмотров, я был очень рад этому и, наверное, я поверил в свой успех. Но со временем я заметил, что другие мои видео, которые я выпускал после этого видоса, они перестали набирать просмотры, набирали буквально до 1000 просмотров в каждый видос. Это было достаточно странно. Вот я отлистал в самое начало, вот было, пожалуйста, мое первое видео, я немножко выше, да, пролистаю, и вот вам показываю, что вот это вот видео, вот она галочка, я выложил 29 декабря 2020 года, по счету это было буквально там, ну, наверное, 10-е видео. Всего видео у меня 130 на канале, ну, на данный момент, да, и здесь вы можете посмотреть, что после того, как я выложил видос, мои видосы следующие не набирали просмотров практически. Вот до сих пор, эта статистика уже спустя 2,5 года, 400, 1000, 2,5, и все, видите, просмотры практически не росли, 100 просмотров, 200, 1000, 800. Меня это очень сильно насторожило, я делал очень долго видео, и они не набирали просмотры. Месяцы шли, я не мог понять, что делать, что происходит, и тогда у меня не было опыта проанализировать и понять статистику YouTube, проанализировать и понять аудиторию, о чем я вам сейчас и говорю. Спустя некоторое время я понял по комментариям, по подписчикам, по тем людям, которые приходили в мой инстаграм, я понял, что те люди, которые смотрели это видео, которое набрало наибольшее количество просмотров, им контент в моем канале про социальные сети был в целом неинтересен, их интересовала только разблокировка. Они приходили, гуглили, смотрели это видео и уходили, и больше никогда не возвращались. Несмотря на то, что они подписались на мой канал, о чем я говорил, подписчик на канале ничего не решает. Они подписались на мой канал, YouTube, алгоритмы YouTube, точнее, проанализировали эту аудиторию, поняли, что это за аудитория, и последующие мои видосы стали показывать именно таким же людям, похожим на этих. И, соответственно, этим похожим людям тоже мой контент был неинтересен, и мои видосы перестали просматривать вообще. Вы уже видели статистики: 200, 300, 400, 500 просмотров в течение года. После того, как я понял, что это видео губит мой канал, я не набираю просмотры, я набираю совсем не ту аудиторию, я просто скрываю это видео. После того, как я его скрыл, прошло, наверное, 5-6 месяцев, я набрал с помощью других видосов нужное количество аудитории, алгоритмы переучились и начали показывать мои видео нормально нужной аудитории, и после этого я начал набирать просмотры на своем YouTube канале. Давайте перейдем, покажу. Возвращаемся, смотрим, да, я вот листаю вверх, давайте я еще вернусь на страничку. Следующую страничку вы видите, что здесь тоже никаким образом не набирал просмотры, это все было про Instagram, никаким образом не получалось, не получалось. И вот,
Я начал здесь, первое видео набрал просмотры 13, 19, 7 тысяч, да, 8, 4, 17 тысяч, да, и здесь 22 тысячи. Здесь я уже начал набирать просмотры, просматривать мои видосы стала нужная аудитория, алгоритмы переучились, они поняли, кому показывать мои видосы, и я стал набирать эти просмотры. Поэтому запомните главную вещь: не нужно стремиться за количеством просмотров всех просмотров, которые вы хотите получить. Нужно стремиться за количеством просмотров по вашей целевой аудитории вашего проекта. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Меня зовут Макс Бондаренко, и переходите, смотрите следующее видео про алгоритмы YouTube и как правильно и грамотно набирать просмотры и раскручивать YouTube канал с помощью алгоритмов. До новых встреч, увидимся в новом видео.